Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Карабахе. Вот, последние новости. По Лачинской дороге продолжают ездить автомобили. Сейчас там азербайджанские активисты проводят акцию уже 24-й день. И вот последняя информация. Сегодня легковой автомобиль и 8 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, проехали с направления Ханкинди в направлении Лачина. Вот здесь фотографии есть. Так, сегодня в 8:43 3 автомобиля Международного комитета Красного Креста совершили беспрепятственный проезд из Ханкинди в Лачин. И вот здесь последняя информация. На проходящей около города Шуша дороге Ханкинди-Лачин уже 24-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана. И вот, активисты не мешают движению проезда по дороге. Протестующие скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. Азербайджан хозяин своих недр, конец экологическим преступлениям, стоп экотеррору, берегите природу. В общем, все. Акция протеста, но армянам уже надоедает, понимаете, 24-й день закрыт этот, как сказать, проезд, они не могут ни выехать, ни заехать. И вот сейчас в Армении решают, каким образом можно пробить этот коридор. Так, и вот тут такой есть у них обозреватель, политолог Грант Мелик Шахназарян. Вот он что заявил. Око за око. Политолог предложил, как открыть Лачинский коридор. Понимаете, они уже думают или силой уже, или хитростью. В общем, один из них, вот этот Грант Мелик Шахназарян, придумал, как надо это все сделать. Если бы армянское государство захотело бы открыть Лачинский коридор, то типа азербайджанские провокаторы не задержались бы там ни на минуту дольше. Об этом заявил вот этот армянский политолог. Особенно сейчас, когда все так называемое международное сообщество осудило действия Азербайджана. Более того, это можно было и сейчас сделать без применения силы. Например, собрать несколько сотен граждан карабахских армян, назвать их гуманистами, в противовес азербайджанским, он говорит в кавычках, экологам, подключить к этому шествию десятки местных и международных СМИ и отправиться на гуманитарную акцию близ города Шуша. В общем, в ответ, противовес азербайджанцев, там где-то около 1000 человек, сейчас и армяне хотят такую же большую группу карабахских армян с плакатами, с корреспондентами, в общем, тоже. И, мол, чтобы они там типа навели порядок, как он считает. Если бы эти власти захотели бы открыть Лачинский коридор, давно бы организовали нечто подобное. Для этого много ума не нужно. Как говорится, в Армении армяне око за око, заявил Мелик Шахназарян. Видите, придумывают, как это все-таки разблокировать уже, как сказать, 24 дня уже, это не шутки. И вот еще решили, как бы, может быть, Иран поможет сейчас в этой ситуации. Армении следует заключить военно-политический союз с Ираном для противодействия альянса Баку и Анкары, заявляет армянский эксперт. Думает, может, иранцев на помощь привлечь. Так, Армения без значительного повышения уровня своей безопасности может создать, задействовать военно-политический союз с Ираном. Это заявил Вардан Васканян. Так. Эксперт в своем контексте отметил, что больше всего, типа он считает, варварский режим в Баку беспокоит беспрецедентные и неожиданные действия и шаги Армении, чтобы противостоять турецкому альянсу, сформированному между бакинским и эрдогановским режимами. Армения должна придерживаться плана по созданию безоговорочного союза с любой региональной сверхдержавой, равной или происходящей Турции. Они считают, что, сейчас покажу на карте, что Иран это сверхдержава типа, и в противовес, чтобы союзника Армении надо-то какого-то найти здесь, значит, иранские муллы будут союзниками,
А противовес Турции как бы не считает, чтобы... Ну, Иран это не сверхдержава, там эти 40 миллионов азербайджанцев проживает. Если они тут залезут сюда сейчас на помощь Армении и полезут еще в Карабах помогать, то я думаю, здесь азербайджанцы в Иране восстанут, и этому и режиму МУЛ будет не очень, как сказать, сладко уже, когда уже там и так протесты, там уже у них сотни убитых. В Иране там очень напряженная ситуация у самих. Им сейчас уже не до Армении. Так, что еще здесь пишут? Так. Ну и вот, да, они говорят, надо привлечь Иран, чтобы противовес Турции. Подобный долгосрочный союз с далеко идущими целями основан на четких идеологических составляющих. Сейчас можно сформировать только с Ираном, написал иранист в своем телеграм-канале. В общем, армяне думают, сейчас может Иран подключить на помощь, на случай, если что, пускай иранские мулы подбросят войск сюда, в Армению, и, как сказать, помогут армянам. Ну, может, они еще запросят, чтобы на помощь Карабах сюда бросили, как сказать, тоже. У них есть уже, я знаю, тут база, здесь вот Кафани, сюнники, представительство Ирана. Они уже обосновали, здесь контролируют эту дорогу, по которой везут контрабандные товары потом в Россию. Я говорю, сейчас очень сложная ситуация здесь. Если сейчас Ильхам Алиев пойдет открывать Зангезурский коридор, перережет иранцам эту дорогу, это будет очень серьезная ситуация, конфликтная. Иран не оставит это без внимания, и может здесь военные действия начнутся на этой границе. Потому что очень сложно сейчас все тут, как на пороховой бочке, я скажу вам, ситуация на границе сейчас, вообще в этом регионе сейчас, пока все мир миром, но уже все нагнетается, видите, вот такая ситуация. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.